Привет, друзья! Это Лена Бик, и сегодня мы продолжаем наши новогодние выпуски. Сегодня я покажу вам, как делать вот такую прическу Снегурочки, можно сказать. Это называется греческая коса или русалка. Я думаю, для Снегурочки это будет самое то. Для начала нам нужно подготовить волосы. Для этого я прогофрировала только верхнюю часть макушки и передней зоны. И нужно подвить концы. Я использую плойку 32 мм, она очень крупная, создает крупный локон. Нам надо только направление. Следующий шаг – это создание основы для нашей прически. Для этого я отделяю небольшую часть посередине и буду начесывать ее при помощи пудры, создавая жесткую основу, на которой будет закреплена вся наша прическа. Начесываю еще одну прядь, и между этими прядками я поставлю валик, ведь на такие длинные волосы шпильки и невидимки будут держаться крепче. Валик я поставила черный, но мне это не страшно, потому что я сейчас перекрою прядками весь этот валик, и его будет незаметно. Теперь перехожу к макушке, я ее также поднакрутила, как вы можете видеть, на объем. Ставлю спицы по краям, чтобы у меня волосы не рассыпались, и делю на 3 части. Можно, кстати, сделать макушку при помощи одной части, но 3 будет более интересно. Я же хочу, чтобы вам нравилось, так что стараюсь показывать что-то посложнее и поинтереснее. Делаю, смотрите, взяла серединку, прочесала, делаю легкий оборот в любую сторону, куда вы хотите. Первая прядка абсолютно без разницы, куда повернется. Начинаю вытягивать текстуру, тоненькую, штучки 3. И сразу же чищу воском, приглаживаю, чтобы все волосинки у нас приклеились, и фиксирую лаком. Боковую прядь я расчесываю и легким движением руки закручиваю вовнутрь. Ставлю временно шпильку и вытягиваю несколько текстурных линий. С последней третьей прядью повторяю то же самое. Теперь нужно разобраться с остатками волос от макушки. Я делаю легкий начес, тупировку по длине, прочесываю с воском, чищу прядь и раскрываю в сторону. Затем вытягиваю несколько текстурок. Обычно я делаю штучки 2 или 3. Стараюсь создавать изгиб и сразу фиксирую лаком, чтобы они закрепились в той форме, которую мне хотелось бы видеть. Для поддержки использую обычную спицу для вязания. Можете купить в любом магазине. И со второй прядью я поступаю точно так же. Делаю растяжку в сторону и вытягиваю текстуру. Вы можете вытягивать на абсолютно любую высоту, как вам больше нравится. Создаю изгибы руками и при помощи спицы помогаю их поддерживать. Фиксирую лаком, и затем, когда у меня прядка уже высохла, я уберу спицу, и она останется в таком же положении. Возможно, вам кажется, что эта прическа выглядит хлипко, но я подготовила для вас тест-драйв в конце этого видео, где мы проверим ее на прочность. Мы наденем кофту с узкой горловиной и посмотрим, что осталось от прически. Так что оставайтесь с нами до конца. Перехожу к прядям, которые у меня были ближе к височно-боковой зоне. Также раскрываю и фиксирую на шпильку.
переделываю еще раз, чтобы она у меня хорошо выходила из-под пряди с объемом. Растягиваю, начинаю вытягивать текстурки. Создаю красивый узор. Надеюсь, у меня это получается. Напишите в комментариях, вам нравится такая прическа, интересно или слишком сложно для видеоурока. Я, конечно, понимаю, что вам хотелось бы все узнать более детально, но если я буду раскрывать каждую деталь подробно, то урок выйдет на час примерно. А час вы смотреть не будете, я вас знаю. Я смотрю статистику по видео, поэтому я сократила все по максимуму, самые такие важные места, чтобы вы не уставали смотреть. Не забываю про кончик, кончик также раскрываю и фиксирую лаком, чтобы он у меня смотрелся гармонично в прическе. Беру следующую прядь, тупировка, обязательно чищу края и раскрываю в сторону. Пошла текстура тонкая, едва прозрачная, смотрите, и сразу фиксирую лаком. Как вам удобно. Вы можете сначала зафиксировать лаком, а потом уже заколоть шпилькой, например. Либо наоборот, сначала поставить шпильку, а потом вытянуть текстуру. Попробуйте и так, и потом будете сами уже поймете, как вам удобнее. И, кстати, текстуру можно фиксировать не только сбоку, но и поднимать ее наверх. Смотрите, как я сейчас это сделаю. Подняла наверх, раскрыла текстуру, еще побольше вытянула. Зафиксировала обязательно, чтобы она у меня не слиплась, чтобы держала жестко форму. Поставила шпильку и фиксирую наверх. И еще одна последняя прядка здесь, с этой зоны. То же самое повторяю, а с левой стороны у меня будет абсолютно зеркально, точно так же. Помните, что симметрия здесь не главное, они могут быть абсолютно разной формы, так что не стремитесь сделать левую сторону точь-в-точь, как правую. Самое интересное и ответственное – это зона у лица, потому что девушка всегда обращает внимание на эту зону. Ей почти без разницы, что у нее сзади, но здесь, спереди, она будет это видеть в зеркало, она будет делать селфи, и поэтому очень важно сделать это гармонично. Смотрите, я раскрыла, вытянула легкую текстуру, не очень высокую, такую среднюю по высоте, и фиксирую лаком. Обязательно контролирую процесс в зеркало. Следующая прядь, легкая растяжка. Беру временную поддержку в виде спицы, легкая текстура. Текстуру, кстати, тоже можно поддерживать. Вот сейчас я поставила шпильку, чтобы работать двумя руками. И последняя, третья прядка, она идет еще дальше, назад. И этими прядками я буду перекрывать резинку.
Вид сзади, что у меня здесь получилось. У меня много остатков волос. Я их зафиксировала вместе, чтобы у меня была одна прядка. Натупировала и чищу поверхность. Делаю растяжку. Сейчас я тоже эту прядь закреплю выше, чтобы перекрыть всю ту поверхность с невидимками. Вот так, на объем. И раскрыла пошире. Все, вся черновая работа у нас скрыта. Мои друзья, я думаю, вы понимаете, что эта прическа непростая, но я вам показала ее основу, можно сказать, скелет, так что пытайтесь ее делать, пробуйте, если что, отмечайте меня на своих работах, я вам буду подсказывать, где подкорректировать, где просто супер, я всегда рада обратной связи с вами. Не забывайте ставить лайк, оставляйте комментарии и увидимся в следующем видео. Друзья, тест-драйв прически, смотрите, шикарная русалка, давай горловину свою, узкую горловину. Вот капец, а не первый раз я пришла в таком свитере. Давай, ты спереди, я сзади надевай. Как вы думаете, выдержит или нет? Каролина, что ты думаешь? Я волнение. У меня руки застряли. Ну как там? Подожди. Ну, Санта может все. Санта может все. Ну вот как видите. Давай, да, одевай свою кофту. Целая. О, смотрите, подбородочек выше. Угу. Смотрите, все просто супер, просто супер. Тут чуть-чуть только зацепилось украшение, и все. Все на месте. Ждем вас на прическе.